Дорогие мамулечки и папулечки, всем большой привет! Мы наконец-то вернулись домой, где есть мой штатив, и я могу по-нормальному записать для вас видео. Сегодня обсудим такую животрепещущую тему. Как же научить вашего малыша говорить? Когда ребенок только рождается, родители сразу начинают паниковать. Почему он не переворачивается на бок? Потом почему он не переворачивается на живот? Потом почему он не может перевернуться с живота обратно на спину? Почему он не сидит? Почему он не стоит? Почему он не ходит? Почему он не говорит? Сегодня мы разберем такой триггер, почему ваш ребенок не говорит. Еще раз повторю, как и во всех своих видео, что все дети абсолютно разные. Один ребенок может начать говорить уже в год, а второй в 3 года. Здесь все очень индивидуально. К примеру, когда рос наш старший сын, мы всегда выходили на улицу, у нас в соседнем дворе живет девочка Анечка. Она уже вовсю говорила целыми предложениями. Наш в то время умел говорить максимум только мама, папа и дай. У меня, если честно, тоже возникали какие-то сомнения, почему же он не говорит. Но посмотря на других сверстников, я понимала, что большинство детей еще не говорят, что вот Анечка говорит, а другие никто, в принципе, не говорят. Антон начал разговаривать в 2 года. Младшая дочь Анастасия у нас начала говорить в 1 и 7 лет. Что мы делали для того, чтобы дети начали говорить? Ничего. Вы не поверите, но для того, чтобы ваш ребенок научился говорить, вам ничего делать не нужно. Когда придет время, ваш ребенок сам заговорит. Если вы хотите, чтобы этот момент настал быстрее, как все хотят, быстрее, сегодня, научить говорить за 7 дней, научить говорить за 3 дня. Если вы хотите сделать так, то для этого необходимо ребенка ввести в состояние небольшого стресса. Со старшим сыном состояние стресса у него произошло из-за того, что я уехала в роддом. Ему было как раз 2 года. Я приехала из роддома через 2 недели, а он уже говорил. До этого мы с ним никогда не расставались, то есть это было первый раз, когда он ночевал без мамы. Анастасия у нас начала говорить еще раньше. Кто постоянно смотрит мои видео, мой блог, наверное, знает, что стрессом для нее стал другой дом. То, что она до этого могла остаться ночевать, например, у бабушки, но это было ненадолго. А здесь получилось так, что вся семья оказалась в другом городе, в другом доме. Все вокруг другое, где же ее игрушки, где же все нажитое непосильным трудом. Первый день, как мы прилетели в Москву, мы там останавливались в отеле, она подошла к двери и начала говорить: домой, домой, домой. Так она делала, наверное, еще в течение недели в Крыму, пока наконец ей не полюбился тот дом, не полюбилось море. Потом она уже говорила: пошли на море, пошли на море. Ну что, Анастасия, вкусная пицца? Такая тоже нахальная. Сейчас тебе нужно прыгнуть. Ну давай, показывай, какой у тебя кусочек пиццы маленький. Покажи, какой у тебя маленький кусочек пиццы. Положила сразу. Пиццу покажи свою. Где пицца твоя? Покажи. Большой у тебя? Покажи. Возьми в ручки, покажи, какой у тебя кусочек пиццы. Удалось поймать. Малыш Рокки. Супер грузовик. Ты помогаешь малышу Рокки учиться летать. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок начал говорить, вам нужно либо с ним разъединиться на несколько дней, если вы ранее этого не делали, либо отправиться в путешествие, либо отправить ребенка в детский сад. Сделать такое, что будет для ребенка небольшим стрессом, из-за чего он начнет именно говорить, выражать свои мысли. Ребенок, конечно, заговорит сам, но это не отменяет игр с ребенком, чтения ребенку различных книжек и так далее. То есть, если вы с ребенком общаться не будете, у него в голове не будет того словарного запаса, который он потом начнет вам выдавать. Поэтому с ребенком играем, по возможности ходим на различные развивашки, бассейны, спортивные секции. Все, что возможно, все, что в ваших силах, мы, конечно, с ребенком занимаемся и ребенка развиваем. То есть у него вся эта информация откладывается на каких-то там подкорках, а потом, после небольшого стресса, он вам начнет это все выдавать.